Зовут меня Евгений Лаптев. Порядка уже 20 лет я занимаюсь рекламной фотографией. И буду рассказывать о фотосъемке ювелирных изделий. Знаете, обычно, когда выступает фотограф, он говорит о фонарях, о свете, о всяких интересных творческих вещах. Я об этом, простите, говорить не буду, потому что вы все-таки не фотограф. Я буду говорить о таком скучном слове, как продажа, а именно, что нужно сделать, чтобы фотографии ваших изделий реально приносили вам продажи. Чтобы деньги, которые вы тратите, и время, которое вы тратите на фотосъемку продукции, они не уходили куда-то в сторону ветра, а приносили какую-то действительную пользу. Как я уже сказал, цель любой рекламной фотографии – это повышение продаж в том или ином смысле. Прямых продаж, повышение имиджа – это тоже является какой-то продажей, да? Но исходя из того, с чем мы имеем дело, то есть бижутерия, ювелирные изделия, маленькие, сложные, бликующие объекты, есть много нюансов, которые обязательно надо учитывать. Какой способ продаж? Да? Когда человек держит ваше украшение в руках, что происходит? Он испытывает эмоции, правильно? И именно это вы продаете, в принципе, если брать по-хорошему. Да? Цель фотосъемки товара – передать эти самые эмоции на расстоянии. И это очень важный нюанс. Цель одна. Конечно, фотография – это не 3D, это не видео, и тем более это не глаз человека, который держит вот ваше замечательное украшение в руках. Фотография никогда не сможет передать прям 100% этих эмоций. Как я говорю, самая замечательная фотография может передать 20%, это уже успех. Для начала я хотел бы немножечко пройтись по направлениям ювелирной фотосъемки, разложить их как бы по полочкам. Знаете, как один гениальный человек сказал, я отсекаю все лишнее. Я постараюсь сейчас отсечь все лишнее, чтобы вы увидели вот ситуацию с ювелирной фотосъемкой, вот именно такой, как она есть, без всякой лирики, что называется. Да? Значит, какие у нас существуют типы съемок? Первое – это обычная банальная каталожка, то есть снимки на белом. Это то, что называется must-have, применяется в массе различных случаев. И какие-то тренды, раздел трендов в журналах, и каталоги, и сайты. Вроде бы ничего сложного в такого рода фотосъемке как бы нет, да, на первый взгляд. Но я вам покажу картинку номер 2 из своей шпаргалки. Я думаю, иллюстрации тут излишни. Это тоже фотосъемка на белом. Тут я могу одно сказать. Лучше не снимать вообще, чем снимать плохо. Потому что плохая фотосъемка, она тоже требует времени, она тоже требует денег. Бесплатной она, как правило, тоже не бывает. Но эффект от этой фотосъемки близок к нулю, если не сказать в минус. Тот же самый зритель, тот же самый потенциальный покупатель, которого вы можете попытаться привлечь с помощью качественной фотосъемки, да, после вот таких вот шедевров, он может просто заблокировать ваш бренд у себя в голове и в дальнейшем игнорировать. Лучше не делать этого в принципе. Что касается вот этой каталожной фотографии на белом, грубо говоря, она должна быть в любом случае, но она должна быть хорошая, как минимум. Она не должна быть ужасная, потому что это будет в минус. Та же самая каталожная фотосъемка, ее в принципе можно грубо разделить на два подхода. Один, как мы называем, пучок петрушки за 15 рублей, это когда, условно говоря, фотографу дается там, 100 колец в день, и он должен снять в день 100 колец. Вы понимаете, что физически невозможно это сделать качественно, потому что когда ювелир задумывает изделие, когда он его воплощает, в это вкладывается что-то, что есть у вас внутри, да? В какие-то линии, в какие-то камни, какой-то дизайн, какая-то мысль в каждом изделии, она присутствует, да? Невозможно, когда фотографу ставится задача снять 100 изделий в день, чтобы он прочитал все то, что вы заложили внутренне в это изделие, да еще и попытался это дело как-то воплотить в фотографию. Деда Мороза не существует. Поэтому, когда речь идет о фотосъемках вот из разряда 100 изделий в день, априори они не могут быть качественными. Как правило. Исключения есть, но очень мало. В основном все-таки это уровень будет уже не тот. Он не будет работать, он не будет продавать изделия. Вот. То есть, в принципе, ту же самую каталожку грубо можно разделить на две части. Да? Это когда фотографу ставится задача все-таки попытаться передать эту эмоцию, ту самую эмоцию, которую потенциальный покупатель испытывает, держа изделие в руках. Да?
И когда надо сделать фотографию, потому что все делают. Вот тебе мешок, вот тебе там какая-то сумма денег, но никакой передачи эмоций при таком подходе, естественно, не будет. Значит, второй тип фотосъемок, о котором я хотел бы сказать, это так называемый натюрморт. Что такое натюрморт по сути по своей? Вот есть некий предмет главный, да, и в кадр вводятся несколько дополнительных предметов. То есть натюрморт – это не изделие на ровном фоне, это что-то еще. Вот это что-то еще не должно быть случайным. Это что-то еще должно работать, опять же, на ту самую передачу эмоций. Оно должно, все предметы, которые находятся в кадре, если задуман натюрморт, да, они должны работать на то, чтобы увеличивать вот эту эмоциональную связь покупателя и изделия, как будто он держит его в руках. То есть это не должны быть случайные там арбузы какие-то, грубо говоря. Да? При всем при том, что с натюрмортами ситуация следующая. Я очень часто повторяю слово «стереотипы». В данном случае я имею в виду вот что. Все люди, которые стремятся к моде, красоте, имеют какое-то отношение к фэшн-тусовке, скажем так, да, читают глянцевые журналы. Все эти люди, они находятся под небольшим воздействием глянца. Это как бы, в принципе, естественно, да. И когда речь идет о натюрмортах, их тоже можно грубо разделить на две части, да, на две половины. Первая половина – это так называемый эдиториал. Причем с внешней стороны они будут похожи. И там есть изделия, и там есть какие-то предметы, какая-то красивая картинка составляется. Но существует одно очень-очень большое отличие, ключевое. Если речь идет о журнальных натюрмортах, об эдиториал, да, нужно всегда помнить одну вещь. Цели ваши, как творца, как создателя какого-то украшения, и цели журнала, который это публикует, различаются кардинально. Такой вот вам секрет открою. У журнала цель одна. Тоже продажа, только продажа своего тиража. Соответственно, для достижения этой цели журналу совершенно все равно, как выглядит в журнале ваше изделие. Для них главный такой термин, как eye-catching. То есть картинка в журнале должна быть звонкой, зрелищной, цепляющей взгляд, привлекающей внимание. Именно это продает тираж журнала. Что при этом происходит с вашими украшениями, в которые вы вкладывали частичку своей души, журналу, честно говоря, все равно. Ну, вот просто несколько примеров таких явных. Ну вот, например, то есть журнальная полоса, где достаточно много изделий. Все эти изделия, они занимают достаточно мелкий масштаб у них, потому что их много. Разглядеть толком ничего невозможно. Но в то же время картинка, картинка симпатичная. Есть очень симпатичные картинки. Но тоже прекрасно. Ну вот, допустим, хорошие зрелищные картинки. Я понимаю, что здесь экран не передает, все тут не резко, да, но в общем это интересно, это креативно, какая-то подача присутствует классная. Но если брать меня как покупателя ювелирного изделия, я абсолютно не понимаю, что это вообще. Я видел эту полосу журнала вживую, то есть я все равно не могу понять, что это. Могу только догадаться, что это кольца. Ну вот то же самое. Ну вот замечательные кольца. Надо сказать, что не дешевые, насколько я понимаю, да? И пузырьки очень здорово, так водички, все. Ну, симпатично. Но имеет ли это отношение к изображению как к продаже? Я думаю, не очень. С другой стороны, в ювелирном натюрморте существует понятие такое, как рекламный натюрморт. Здесь все с точностью наоборот. То есть присутствуют предметы, создается некая картинка, да? Но есть два фактора. Первый. То, что изделия в кадре всегда занимают главенствующее положение, они достаточно крупные, их можно прочитать. Можно прочитать дизайн, можно попытаться, вот, опять же, испытать вот эту вот эмоцию, да? И изделия более-менее нормально освещены. В эдиториал натюрмортах на это не уделяется абсолютно никакого внимания. Вот несколько примеров хороших рекламных, как я считаю, натюрмортов. Тут уже становится более понятно, что это, правильно? Обратите внимание, совершенно другой масштаб. То есть потенциальный покупатель, ваш потенциальный покупатель, он может действительно понять, о чем идет речь. Проработка изделий,
какие-то композиционные решения. Но общее правило одно. Изделия должны быть достаточно крупными, во вменяемом ракурсе, где видно геометрия изделия. И они должны, вот опять же, пытаться передать эту эмоцию. Естественно, вот эти два типа, они периодически сочетаются. Частенько в журналах проходят классные истории, где фотограф, достойный стилист, достойно работает с изделиями, когда мы можем действительно посмотреть и понять, о чем идет речь. Но почему я так подробно говорю об этом? Это очень многие люди, вот, как я говорил до этого, подвержены вот фэшн-воздействию, скажем так, они испытывают некий стереотип, то, что изделие обязательно надо засовывать в какой-то натюрморт. На самом деле это абсолютно не обязательно. Хотя и красиво бывает. Ну вот, например. Вот это, кстати, картинка. Это картинка именно из журнала. То есть вот подтверждение того исключения, о котором я говорю. То есть в журналах тоже бывает очень хорошие с точки зрения вот передачи эмоций от изделия картинки. Вообще чудесно, на мой взгляд. Так, значит, следующий тип фотосъемок, ну это мой любимый, признаюсь, я его называю портреты драгоценностей. Это когда нет ничего лишнего в изделии, кроме самого изделия, но с изделием ведется работа очень скрупулезная. Ее, конечно, нельзя сравнить с вашей работой, когда вы создаете эти изделия, да? Но тут тоже вкладывается частичка души, и это изделие фотограф должен прочитать ваши мысли. Он должен его качественно поставить, он должен качественно его осветить и по максимуму добиться того, о чем я говорил с самого начала, передачи вот этой эмоции на расстоянии между изделием и покупателем, который находится вдали от него. Это, так скажем, два кадра в одном. Такие вещи делаются, когда изделие, перстень в данном случае, имеет очень массивный верх, и в каких-то таких общепринятых ракурсах, а-ля 3/4, да, ему невозможно передать. То есть или верх будет теряться, или камень будет не читаться, или форма изделия будет не читаться, то есть погибнет весь дизайн. Вот примерно таким путем достигается решение нескольких задач сразу. То есть показ камня, в данном случае достаточно дорогого, и показ дизайна изделия, то есть как оно задумывалось ювелиром. Ну и еще один способ, еще одно, точнее, направление ювелирной фотосъемки, то направление, к которому тоже очень часто тяготеют люди, склонные к моде, да, это фотосъемка на моделях. Сразу оговорюсь, что, на мой взгляд, это самый спорный подход вот с точки зрения того, о чем я говорил изначально, продажа изделия, передача впечатления на расстоянии. Объясняется достаточно просто. Во-первых, изделие на таких кадрах априори занимает очень мало места. Ну, это понятно, да, потому что как минимум у нас должно быть лицо девушки. Соответственно, масштаб самого изделия очень маленький, да. Второй момент, при такого рода фотосъемках осветить качественное изделие, чтобы оно действительно хорошо читалось, ну, крайне маловероятно, это редко бывает. Хорошие картинки, безусловно. Тут мне могут возразить, и возражали как-то, что вот такого плана реклама – это имидж, это не прямые продажи, у нее нет цели показать изделие как таковое, цель вот такого рода вещей как-то популяризировать, поднимать общий образ, имидж компании. На это я вам вот что отвечу. Вот скажите, пожалуйста, я думаю, эта картинка большинству из вас нравится, да? А можете мне сказать, что именно делает эту картинку имиджевой? Какие еще варианты? Окружение, свет, фактура просто. Здесь просто бренд рекламируется, не более того. Ну, понятно, что бренд. Что делает ее имидж? Да, что именно делает эту картинку имиджевой, а не просто фотография с красивой моделью, с какими-то там название бренда и лицо девушки, но она же угол. Ни одного правильного ответа, простите. Имиджевый. Эту картинку делает рекламный бюджет Dolce & Gabbana на распространение. Без этого бюджета это классная, красивая, приятная картинка, но не более того. Поэтому все аргументы в пользу подобного рода фотографий, они как бы разбиваются одним вопросом. Есть у вас бюджет для того, чтобы публиковать это в Воге, в Базаре, в офисе или нет? Иначе вот именно отдача от этой картинки пропадает. Как именно вы будете доносить этот имидж до ваших потенциальных клиентов? Это мы плавно переходим ко второму очень важному вопросу.
какую стоимость, какую ценность сама по себе представляет из себя фотография ювелирного изделия? Я сразу вам отвечу: 0. Неважно, плохая ли она, хорошая, 0. 0 копеек. Ценность рекламной фотографии придает именно комплекс из фотографий и путей, по которым эта фотография достигает глаз потенциальных покупателей. Сама по себе фотография не стоит ничего. Пути могут быть какие угодно. Рекламный щит, полоса в журнале, интернет, Facebook, ВКонтакте, что угодно. И вот это очень важный момент, который редко учитывают. Скажем так, у нас очень часто, по моему опыту, ювелиры ставят телегу впереди лошади. То есть, когда возникает задача снять кадр какой-то, который должен работать, должен приносить продажи, о том, что делать с этим кадром, думается потом. То есть, давайте мы снимем, классная картинка, а потом мы подумаем, что с ней делать. Но, позвольте, тут такая история. Формат абсолютно разный. Допустим, тот же самый рекламный щит на улице прямоугольный. Полоса в журнале вертикальная, условно говоря. Инстаграм квадратный. В Фейсбуке вообще на минуточку в ленте лучше всего отображаются картинки на данный момент, по-моему, 398 пикселей по ширине. Как можно снять один кадр, который будет удовлетворять и хорошо работать во всех форматах? Это просто невозможно. Мы делаем некую фотографию, а потом думаем, как ее использовать. Последствия этой ошибки достаточно серьезные. Эта фотография будет работать максимум на 30% своего потенциала. То есть, условно говоря, если мы замышляем там рекламную кампанию в Facebook в какой-нибудь, да, на данный момент в Фейсбуке адекватнее всего в ленте. Именно в ленте отражаются квадратные фотографии. Значит, и снимать надо фотографии, исходя из этого. Если мы, допустим, хотим купить рекламную полосу в журнале, требования абсолютно другие. Любые нарушения композиции, они сводят вот это впечатление фотографии в минус. Обо всем этом нужно думать заранее. И только потом снимать. Именно при таком подходе вот эти затраты временные, финансовые на рекламную фотосъемку, они начинают приносить пользу вот именно в продажах каких-то, в продажах имиджа компании, в продажах конкретных изделий. Я еще раз просто резюмирую вот эту вот часть. Если вы хотите, еще раз, если вы хотите, чтобы ваши вложения, как финансовые, так и временные, приносили пользу, определяйтесь сперва с лошадью, то есть определяйтесь, как именно вы собираетесь распространять вот эту информацию, каким способом она будет доходить до потенциальных глаз, скажем так. Это очень важно. Вот еще хотел сказать про креатив, на самом деле. Все люди творческие, все очень любят придумать что-нибудь этакое. Опять же, папочка с примером. Начнем с того, открою вам великую тайну. Да, фотографы, большинство из них, по крайней мере, тоже люди творческие. И, допустим, удовлетворить свои творческие амбиции за счет заказчика – святое дело. Вот честно вам скажу. Поэтому лучше все-таки держать в узде, в том числе и свои амбиции креативные, потому что это не всегда хорошо. Например, просто у меня тут тоже подборочка таких феерических примеров. Слушайте, мне нравится, честно, мне нравится вот этот кадр. Абстрактно, то есть вот как классный креатив, классная задумка, хорошо снято, класс. Но вот с точки зрения, будь это мои изделия, я бы, естественно, это делать не стал, если только так для себя побаловаться. Над кем вы так... Это не я, это не мои снимки. Это очень интересная французская студия, такая Альма Карина Agency, фото-эдженси. Работает девочка-стилист и мальчик-фотограф. Они очень здорово снимают именно эдиториал-сессии. Это вот как раз очень иллюстрирует то, что я говорил об эдиториал-съемках. Да? Там задача другая, там eye-catching. Самое главное, чтобы зритель захотел купить следующий номер этого журнала в надежде найти что-то там такое же классненькое. Но вам, людям, у которых есть цель именно вот продать изделие, продать бренд, да, этот подход как бы... Еще раз, этим можно баловаться, но потом, когда вы уже стали брендом, скажем так. Естественно. Но я потом покажу еще более креативные вещи. Так. Допустим, тоже классно, да? Чудесно. Вот еще пример креатива. Тут такой вопрос. Я понимаю, что изделия бывают абсолютно разные по, скажем, по своей имиджевой значимости. Это очень часто имеет отношение и к цене, да. Но когда речь идет о серьезном изделии, да, серьезном каком-то произведении ювелирного искусства, я бы поостерегся вводить в кадр, допустим, вещи, которые принижают статус самого изделия.
Но с другой стороны, это чертовски интересная креативная задача. Особенно за чужие деньги. Ну вот, жемчуг классный. Вот, допустим. Причем, обратите внимание, перстни не дешевые. Это не бижутерия. Теперь я хочу вам дать просто ряд таких практических советов. Если у вас останутся какие-то вопросы, с удовольствием отвечу. Значит, изначально 3 способа быстро и хорошо испортить любую фотографию, даже самую замечательную. Как в хит-параде. Первый способ – это замена фона. То бишь, когда фотография снята на черном фоне, меняем на кардинально противоположный, на белый. Или, допустим, фотография снята на белом фоне, вырезается и ставится на черный. Безусловно, фон можно менять, да, но тональность, скажем так, должна не очень сильно отличаться. То есть, если мы сняли фотографию на сером фоне, например, мы можем поставить близкие по плотности, как говорят фотографы, но тонированный, допустим, розоватый, там какой-то чуть-чуть зеленоватый, но не очень сильно отличающийся. Дело в том, что мы работаем с зеркалом такой сложной конфигурации, да, и в краях изделия отражается все, что сзади. Соответственно, вот эта фальшь, она вылезает при замене фона, и у зрителя восприятие фотографии становится намного ниже. Да? Тут на самом деле, надо сказать, есть такая вещь, я называю это психологией восприятия изображения. Я очень нудный, я этим интересуюсь очень давно. Да? Обыватель, когда видит некую фотографию, у него есть несколько критериев простецких. Нравится, не нравится, ну и какие-то степени. Там нравится больше, нравится меньше. Профессионал, нормальный профессионал, глядя на фотографию, он должен четко сформулировать, почему эта фотография нравится или почему эта фотография нравится меньше или больше. Только через формулировки идет рост мастерства, потому что если я не могу сказать, я, естественно, не смогу и сделать. То есть я должен осознать это. Поэтому многие вещи, которые я сейчас говорю, они базируются как раз на моем знании и понимании психологии восприятия изображений. В частности, вот то, что я говорил про замену фона. Категорически не советую этого делать. Чрезмерное увеличение. Дело все в том, что можно печатать громадный плакат, где кольцо, допустим, занимает метр, например. И весьма вероятно, этот плакат будет очень хорошо справляться со своей основной задачей, о которой я говорил с самого начала. Вот эта дистанционная передача эмоций. Но для этого должна быть проведена практически филигранная работа фотографа. Этот же самый кадр в маленьком размере смотреться будет тоже классно. Но существуют совершенно четкие обратные закономерности. Более-менее средненькие, нормальненькие кадры, которые отлично смотрятся, ну скажем так, в 2 своих физических размера кольцо. Условно говоря, кольцо там 2,5 сантиметра, фотография на экране, на мониторе у нас, на сайте там, или в Фейсбуке, ну, допустим, 5 сантиметров физически занимает вот это колечко. Смотрится, в принципе, хорошо. Как мы берем этот самый файл, печатаем с него громадный плакат, смотрится ужасно. Разница вот именно в восприятии человеком изображения проверяется размером. То есть насколько высокого качества сделано изображение, это не то, как ювелирки имеют отношение, проверяется размером отпечатка, скажем так. То есть все, что смотрится маленькое хорошо, будет смотреться хуже побольше, если еще больше, еще хуже и так далее. Да? И только фотографии, сделанные очень высокого уровня, неважно опять, что это, ювелирка или модель там, или еще что-то, при увеличении размера производят хорошее впечатление. Вот это такой простой способ проверить уровень фотографии. Напечатайте большую и посмотрите. Самый оптимальный размер, скажем так, для того, чтобы добиться вот этой передачи впечатления для ювелирки, если брать, допустим, опять же кольцо, это 2, максимум 3 его физических размера. Больше я не стал бы этого делать. То есть можно больше, но тогда больше работы. Больше ретуши, более скрупулезно должно выставляться освещение. Проще всего 2 размера, этого вполне достаточно. Потому что далеко не у всех есть возможность работать с дорогими, скажем так, фотографами, которые будут каждый крапан вытягивать по освещению и действительно скрупулезно подходить к этому процессу. Да? Все-таки обычно задача ставится попроще. Да? Не стоит использовать вот эти простые изображения в большом размере. Самый вопиющий пример вообще нарушения этого правила – это бездумное использование на сайте лупы. Знаете, вот наводим на картинку, и там большой такой кусок прям влезает. Ну что там может вылезти из изображения, снятого за, там, условно говоря, 100 колец в день? Там вылезет какой-то очередной кусок желтой пластмассы с неровными краями, поцарапанный, или, в лучшем случае, зафотошопленный так, что там ничего не остается просто. Это, опять же, будет какой-то кусок пластмассы. Зачем показывать потенциальному покупателю вот такой вот крапан?
У меня был просто недавно один разговор, как бы консультировал одну компанию новую, и за круглым столом был представитель маркетингового агентства, который разрабатывали полную концепцию сайта. И вот на мой вопрос, зачем там лупа, они говорят, вы знаете, мы проводили фокус-группу, платили деньги, собирали людей, люди все выбрали вариант с лупой. Я говорю, класс, а вы, простите, вы что им показывали? А мы им показывали сайт Cartier. То ли Cartier, то ли Tiffany, не помню. Я говорю, браво, а вы уверены, что заказчик, который вам платит деньги, захочет на фотосъемку и на обработку тратить такие же бюджеты, как тратит Cartier или Tiffany? То есть нельзя бездумно копировать вот такие вещи. И я всегда советую, если вы хотите малой кровью передать вот это впечатление, не делайте большой размер. Достаточно 2-3 максимум размера. Опять же, я говорю о кольце, ну так просто проще, чтобы понять было. Отсутствие правильной подготовки к публикации. Это вот из разряда, это третий пункт, который портит фотографию. Дело все в том, что на большинстве сайтов, допустим, реализована функция автоуменьшения. То есть у нас, условно говоря, есть некая галерея, в которую контент-менеджер должен закинуть очередное изделие, там отснятое. Просто берется, закидывается в файл, некий алгоритм его в компьютере там автоматически как-то уменьшает в нужный размер и встает. Вот фотосъемка ювелирки, она не терпит никаких плагинов, она не терпит никакого автоматического уменьшения, потому что моментально, я еще не встречал никакого устройства такого, да, которое могло бы качественно уменьшить большую фотографию, ну фотографы, как правило, снимают большой размер, да, качественно уменьшить до размера сайта, чтобы не поползла резкость, не поплыла, опять же, сохранить, чтобы сохранилось вот это самое впечатление, которое нам надо передать на расстоянии. Все делается ручками. Если вы хотите результат. Делайте сами, говорите персоналу, уменьшается все конкретно под тот размер, в котором оно должно распространяться. Условно, если мы, допустим, в Инстаграме что-то делаем, человек должен ручками уменьшить изображение на 640 на 640 пикселей. В фотошопе. Причем еще нужно поставить правильную интерполяцию уменьшения. Ну, сейчас вроде такая проблема уже не стоит, как 5 лет назад. Это было актуально. Вот, но тем не менее, все делается ручками, потому что все автоматические уменьшения, они моментально убивают резкость, причем убивают ее очень сильно. И вот это самое впечатление, которое мы должны передать, оно пропадает кардинально. А если уменьшить в фотошопе, не пропадет? Или после Да. этого надо еще что-то? Нет, зачем же? Уменьшить именно в тот размер, в котором нужно публиковать. То есть Инстаграм, значит, 640, Фейсбук, значит, тоже какой-нибудь квадрат поменьше. Там, да? Сайт, значит, вот именно вот у вас есть там на сайте, условно говоря, 400 на 400 картинка, да? Вот именно в 400 на 400 ручками ее надо уменьшить и положить на сайт. Но ни в коем случае не доверять вот этим средствам автоматизации. То, что делает социальные сети с фотографиями ювелирки, это отдельная история. Сразу бесплатный совет, если вы что-то делаете в социальных сетях, сохраняйте файл в формате PNG. Не JPEG, ни в коем случае. Потому что PNG это тоже формат картинки, но никакие автоматические алгоритмы уменьшения на него не воздействуют, он не уменьшается физически. Поэтому если вы в Facebook или в Instagram закидываете PNG, он PNG и будет. И вот это качество у вас сохранится. Все JPEG, все картинки в формате JPEG, они ужимаются до такого кошмара, что для ювелирки это очень критично. Впечатление падает. Немножечко о ретуши и о чистке изделий. Не давайте фотографу на съемку грязные изделия. Не потому, что ему это много там чистить придется, нет. Тут вопрос ставится по-другому. Мыть, причем профессиональными методами изделия перед съемкой нужно для того, чтобы фотографии, которые сделает фотограф, продавали лучше. Потому что если вы приносите витринные, скажем так, изделия на съемку фотографа, и он обречен, там, потерев их тряпочкой, а потом в фотошопе все это дело закрашивать, вы просто получите не металл, а кусок пластмассы. И этого не избежать никак. Гораздо проще все-таки помыть это изделие по-человечески, парогенератор, ультразвук, ну там, смотря какое изделие, что переносит, и отдать фотографу его чистенько. Вероятность того, что металл будет похож на металл, возрастает 100 крат. Просите фотографа, с кем вы работаете, поменьше фотошопить с точки зрения художественного рисования, как я это называю, всяких светотеневых рисунков. Пусть лучше фотограф лучше освещает. Любой градиент на металле, любая фальшь, она моментально читается вот той самой психологией восприятия изображения, о которой я говорил. И зритель, даже не будучи профессионалом, просто эта картинка ему нравится меньше. Если на ней нарисовано что-то фальшивое, какой-то фальшивый градиент,
фальшивый блик какой-то. Все это желательно закладывать при съемке, поэтому просите фотографа вспомнить, как называется его профессия, и лучше все-таки снимать качественно, чем потом сидеть и вот это вырисовываться. Опять же, будет более продающая фотография. Ракурсы. Очень многие компании просят фотографов снимать в одинаковых так называемых стандартных ракурсах. У меня в связи с этим сразу вопрос, а у вас изделие тоже стандартное, да? То есть, когда разрабатывается некое изделие, закладывается некий дизайн, абсолютно разная форма украшений. Допустим, тоненькое какое-нибудь колечечко или что-то с массивным верхом. Они разные. Если их подавать в одинаковом ракурсе, 30% изделий, они не будут покупаться именно по фотографиям, потому что прелесть этих изделий пропадает. Восприятие зрителя о них искажается. На этот вопрос очень часто отвечают так, что, ну вы знаете, у нас такая концепция, у нас вот все вот так вот подано, как бы, вот эти квадратики вообще называются квадратно-гнездовая верстка, это самое примитивное, что бывает в дизайне, да? Мне кажется, лучше попросить все-таки дизайнера как-то более творчески поработать и придумать какой-то способ подачи информации не такой примитивный, потому что тут вопрос ставится так, что важнее для вас, продажа изделий или следование каким-то стандартам? А можно еще вопрос? Да, конечно. Сталкивалась в свое время, вот то, что вы описываете, как фотографировать, это скорее все-таки вот фотограф как-то вот своим взглядом может какие-то варианты предложить, либо очень четко ТЗ надо на фотосъемку от какого-то владельца, там, дизайнера, в магазине есть на люди. Вы имеете в виду нюансы конкретно съемочные, то есть, допустим, в каком ракурсе поставить изделие? Да. Ну, смотрите, вот есть такой субъективный закрепчик Вася, да, ему надо закрепить камень. Вот ситуация та же. Если фотограф обладает определенным уровнем профессионализма, которому вы доверяете, ведь фотограф это не нажиматель на кнопку. Это человек с неким видением, с неким ощущением гармонии и со способностью передать это все на 2D-картинку. Да? Если человек хороший профессионал, он гораздо лучше вас, поверьте, увидит, как, в каком ракурсе поставить изделие. Но опять же, профессионалы бывают разные, как и закрепщики тоже. Кому-то надо над душой сидеть, а кто-то сам в состоянии все сделать замечательно. Все зависит от уровня специалиста. Часто возникает такой вопрос, что лучше, на белом или на черном фоне. Знаете, за что люблю интернет, в отличие от реала, скажем так, в этом плане. Очень сложно вычислить отдачу от рекламного счета. Да? Вот мы заплатили там $3500, да? И что он нам все-таки в течение месяца принес вот реально. Какую пользу? В интернете все очень просто. Там существует статистика железобетонная. И когда встает вопрос, что лучше, черный или белый фон, скажу так, мы года 2 назад делали эксперимент, взяли один перстень и сфотографировали его так вот со всем нашим пиететом, сфотографировали на черном и на белом фоне. И сделали в Facebook платное продвижение. В общем, выборка в 22 тысячи человек сказала, что 80/20, 80 людей тяготеют все-таки к черному фону. А вот тут дело-то не в фоне, вы понимаете, дело в рефлексах и дело в картинке самой. Как вот у нас золото переливается, что там отражается на нем, как это выглядит на белом фоне, когда снимаем, и как это выглядит, когда снимаем на черном фоне. Опять же, помните, что я говорил по поводу замены фонов кардинальной. Не стоит этого делать никогда. То есть, если снято на черном, оно использоваться должно быть на очень-очень темном, скажем так. Если снято на белом, значит, использоваться должно быть на приближенных каких-то вещах. Так вот, с точки зрения вот именно вот восприятия опять психологического, лучше всего, конечно, черный фон. Об этом говорит статистика. Да. Цвет не имеет значения. Тут дело вот в чем, я тогда немного подробнее расскажу. Суть глянца, да, глянцевый металл, допустим, игра камней, суть этого постигается исключительно в движении. Если мы возьмем, условно говоря, положим некий перстень и зажмем себе голову в тиски, через 20 минут нам будет казаться, что это кусок пластмассы. Мы воспринимаем то, что это глянец, когда держим это в руках. Происходят какие-то переотражения, какая-то игра. И вот психика понимает, что это блестящий предмет. Когда речь идет о фотографии, там нет таких возможностей повертеть куда-то. Это все-таки 2D изображение. Поэтому задача вот именно на 2D картинке сделать металл, как-то обмануть зрителя и сделать металл как бы глянцевым, блестящим, помогает наличие всевозможных черных бличков в правильных местах.
Такой вот маленький секретик, да. И, соответственно, когда съемка идет на черном фоне, естественных рефлексов с черного фона зачастую хватает, чтобы зритель подумал, что это все-таки глянцевый предмет. Ну, мне показывают, что у нас время закончено. Ну что ж, если у кого-то какие-то вопросы есть, буду рад ответить. Спасибо вам большое за внимание.